Среди огромного разнообразия красивых декоративных растений есть и те, что по разным причинам редко встречаются в частных садах. Вместе с тем их яркий, импозантный вид и выносливость заслуживают куда большего интереса со стороны цветоводов, тем более что в уходе они не так уж и сложны. К таким растениям относится красавица инкарвилия. Данный род включает в себя 17 видов. В природе инкарвилии произрастают в Восточной и Центральной Азии и в Гималаях. Благодаря внешнему виду цветов оккультуренные садовые разновидности еще называют садовыми глоксиниями. Многие виды и декоративные сорта инкарвилии достаточно неприхотливые и зимостойкие, болезнеустойчивые и не требуют сверхвнимания со стороны садоводов. К тому же их крупные колокольчатые цветы способны оживить и разукрасить любой цветник. В садоводстве чаще других выращивают декоративную инкарвилию делавея, майра и вид инкарвилии плотной. Все они пригодны для выращивания в садах средней полосы. Это невысокие травянистые многолетники с плотным корневищем, похожим на темную морковь. Высота кустиков достигает 40-60 см, при ширине около 30 см. Инкарвилия делавея может вырастать чуть более метра. У нее довольно пышная розетка, состоящая из удлиненной, прикорневой, перисто-разделенной листвы. Цветы сиренево-розовые, пурпурные или белые. Распускаются в июне. Обычно взрослый кустик выпускает по несколько прочных высоких цветоносов, на каждом из которых раскрывается по 3-4 цветка. Крупные трубчатые колокольчики достигают диаметра 6 см. Это очень эффектное растение как своей необычной выразительной листвой, так и яркими цветами. Цветение данного вида длится примерно 4-5 недель. В августе-сентябре может зацвести повторно, при условии, если вовремя удалять отцветшие соцветия, на которых завязываются коробочки с семенами. Инкарвилия делавея – это очень красивый многолетник. Единственное, что в садах с суровыми и малоснежными зимами его кустики потребуется с осени высоко мульчировать и прикрывать, например, хвойным лапником или укрывным материалом. Весной, после оттаивания почвы, укрытие необходимо вовремя снять, чтобы корни не сопрели. Осенью можно клубни выкопать, промыть от земли, выдержать в растворе фунгицида, просушить и хранить так же, как корни георгинов. Обычно для этого используют пакет или коробку с опилками, песком или мхом сфагнум. Имейте в виду, что клубни должны иметь доступ к воздуху, поэтому в пакете проделывают небольшие отверстия. Хранят их в погребе или на овощной полке холодильника. Высаживают клубни после того, как устоится теплая погода, по завершению возвратных весенних заморозков. Чтобы не выкапывать из открытого грунта корневища, растения также с осени накрывают объемными пластиковыми емкостями. Вид инкарвилии плотной и майра более зимостойкие. Они также отличаются своими скромными размерами, окраской цветов и видом листвы. Инкарвилия плотная зацветает уже с конца весны, а ее семенные плоды поспевают в августе. Зимует данный вид без укрытия. Инкарвилия майра отличилась своей устойчивостью к морозам, компактными размерами, темно-зеленой округлой листвой, на фоне которой эффектно контрастируют крупные красно-пурпурные цветки с ярко выраженным желтым зевом. Все эти цветы невероятно красиво смотрятся как сами по себе, так и в компании с другими растениями. Благодаря своей яркой окраске инкарвилия способна разукрасить любую клумбу в саду. Очень удачно смотрятся ее посадки группами. Инкарвилии также можно выращивать в объемных вазонах. Перед посадкой клубней на дно горшка обязательно укладывать слой дренажа. В саду место этим цветам лучше определить на рассеянном солнце или в легкой полутени. Не высаживайте инкарвилии в низинах и на подтопляемых участках. Также эти растения не любят слишком тяжелую глинистую почву с чрезмерным переувлажнением. Грунт должен быть хорошо дренированным, пропускать воздух и влагу. В противном случае корнеклубни могут загнить. Для обильного цветения землю лучше подобрать рыхлую и питательную. Учитывайте также, что клубням могут докучать проволочник, личинки майского жука и медведка. Обычно поврежденные корни долго не живут и сгнивают. Поэтому надо заранее обеспечить растениям безопасность и провести профилактическую обработку почвы от вредителей. Или же выращивать инкарвилию как горшечную культуру. Так как этот экзотический цветок любит умеренную влажность, после посадки кустики желательно замульчировать. Для этого отлично подойдет слой хорошо перепревшего компоста или нейтральный торф. Покупные клубни
уже с проклюнувшейся почкой, высаживать так, чтобы росток покрывала почва слоем в 10 сантиметров. Инкарвилия в уходе несложная, но потребует своевременного полива, особенно в засушливый период. Внесение удобрений можно заменить мульчированием компостом. Не забывайте также про своевременное удаление отцветших соцветий. Это простимулирует растения к повторному цветению. Размножают инкарвилию несколькими методами. Например, делением куста. Проводят его ранней весной либо в сентябре. Данный метод подходит только для растений старше 5 лет. Летом можно провести размножение листовыми черенками. Выращенные таким способом и хорошо укоренившиеся молодые растения зацветут уже на следующий год. Чего нельзя сказать про инкарвилию, выращенную из семян. Посев на рассаду проводят в марте. Учтите, что семенам перед посадкой потребуется стратификация. Молодые сеянцы зацветут только на 2-3 год жизни. Такие цветы, как инкарвилия, идеально подходят для ярких цветников, декорирования рабаток и садовых дорожек. Вазонами с инкарвилией также можно украсить придомовую зону, террасу или балкон. Этот многолетник послужит красочным акцентом в альпинариях и рокариях. К тому же его высокие плотные цветоносы с эффектными соцветиями подходят для срезки в букеты. Инкарвилия легко преобразит ваш сад и интерьер, а также поднимет вам настроение. Я буду всем благодарна, кто поделится в комментариях своими вариантами редких многолетних цветов. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале.